Привет, народ! А у меня на обзоре сегодня аккумуляторы от TP-Cell с контактной площадкой для инструмента DeWalt. Может быть, кому-то будет интересно. Вот, не так давно в обзоре уже фигурировал один из аккумуляторов в обзоре болгарки Милив. Ну и вот так они, собственно говоря, выглядят. Я их уже разобрал, чтобы не терять на разборку время. Видите, DCB 205B, 18 вольт, 4 ампер часа, 72 ватт часа. Данные аккумуляторы. Этот аккумулятор я подзарядил до 100%, так как тесты будем проводить, наверное, на нем. Вот. И точно такой же аккумулятор, он уже лежит в разборе, восьмерочка. Все точно такое же, только уже, конечно же, в 2 раза больше и 144 ватт-часа. Вот так это все дело выглядит. И этот аккумулятор восьмерка, в отличие от четверки, приехал вот с такой вот уже с крышкой, держателем аккумуляторной батареи. Друзья, не называйте это пылезащитной крышкой. Никакую пыль она не может не пропустить. Видите, все открыто. Это просто держатель аккумулятора. Сверлим вот этих вот 3 отверстия, крутим на стенку и втыкаем аккумулятор. Либо где-то на стройке продеваем ремень поясной. И у нас на поясе будет висеть опять же запасной аккумулятор. Все, 2 функции, больше никаких функций у этой крышки нет. А то пишут в комментарии, пылезащитная, никакая она не пылезащитная. Так, смотрим, что у нас внутри в корпусе. Вот так это все дело выглядит. В принципе, пластик такой добротный, плотный. Давайте вот так вот покручу, чтобы вы увидели, насколько он нифига не крутится. Да, кто-то скажет, крышку сними. Короче, дубовый пластик. В принципе, такой же пластик, как и всегда в аккумуляторах TP-Cell. Ну что ж, предварительно разобрал и расклеил данный аккумулятор. Уже склеивать обратно, чтобы при вас там что-то разбирать, я не хотел, так как все это дело очень-очень трудно отклеивается. Да, в данном случае кто-то мне писал там теплопроводный скотч. Этот скотч не теплопроводный, видите, это такая мягкая фиговина, чтобы аккумулятор там более-менее сидел плотно и не стучал при вибрации. И вот такая вот у нас пайка через медь, выходные контакты. Пайка красивая, отличная. И вот смотрите, уже в этой модели уже пошли у нас изоляторы, колечки картонные. Что, в принципе, как бы не может не радовать меня и особенно вас, друзья, да. С этой стороны у нас все то же самое. Все по красоте. Ну и, соответственно, я был очень сильно, друзья, удивлен, все это раскрыв. Я никогда не сталкивался с аккумуляторами под DeWalt. Вскрыл, думал, там тоже будет плата как плата, а тут такая вот блоха, да. Малюсенькая обложка. Думаю, ё-моё, что за TP-Cell начал гнать какое-то фуфло. Но поразбиравшись, почитав Google, я понял, что в оригиналах стоит точно такая же вот малюсенькая платка. И все точно так же, все параллели припаяны проводами. Поэтому будем считать, что здесь все супер-пупер. Вот, множество есть контактов, то есть 2 крайних силовых контакта. И вот этих вот 6 контактов нужны. Ну, в принципе, они работают, наверное, точно так же, как и вот этот желтый разъем в Маките. То есть это все дело нужно для связки с зарядным устройством. Вот. Значит, данный аккумулятор я не подзаряжал. Будем все опыты производить на этом. А этот аккумулятор не заряжаю специально, чтобы сделать обзорчик зарядного устройства под вот такие вот аккумуляторы DeWalt. У меня оно на 3 ампера. И посмотреть, есть ли там 3 ампера, либо их там нет. Значит, вскрыв данный аккумулятор, очень мне захотелось посмотреть под плату, что там находится внизу. Начал я все это дело пытаться снять. Плату отщелкнул, но он стоит вот этот вот термогерметик, на который приклеен термодатчик, друзья. Термодатчик как радиоэлемент на 2 ногах прямо приклеен в плату. То есть при сборке они что? Собрали плату, капнули туда этот герметик и воткнули, соответственно, между батарей датчик температуры. Все это присохло, и эту плату сейчас невозможно извлечь, не отломав ножки. Вот я их чуть не отломал. Поэтому показываю все как есть. Так, ну и что у нас по сборке? Собран наш аккумулятор на элементах
INR 21700 40XG. Многие вот писали под предыдущим обзором, когда же будут аккумуляторы на таких баночках. Вот вам, пожалуйста, обзор аккумулятора на таких баночках. То есть такие банки установлены и здесь, и соответственно точно такие баночки установлены у нас и здесь. Вот. Пружинка ускакала. Так, тут где-то прочитать хоть есть возможность. Ну вот, 4000 мАч. 40XG то же самое. Пайка здесь уже идет у нас на четверке без соответственно меди. Но видите, есть изоляторы кольца картонные. Так что все тоже по красоте. Уже раскрывать здесь ничего не буду. Плата стоит точно такая же, как и в восьмерке. 1 к 1. Проверял, смотрел. Вот. Так, друзья, что касаемо данных элементов. Я уже тут опять же вам распинаться характеристики в даташите, о даташите рассказывать не буду. Значит, прикол состоял в чем? Полез я в интернет искать даташит вот на эти вот 40XG. И прикол в том, что даташит нельзя скачать где-то там чего-то, не зарегистрировавшись, там хрен, короче, поймешь. Я пошел немножко проще, я опять же написал продавцу, говорю, можешь ли ты мне сбросить какие-то там основные странички из даташита вот на эти вот аккумуляторы. Продавец, как всегда, пошел навстречу и мне сбросил, вот там не помню, 3-4 листика. Эти листики сейчас вы увидите на своих экранах. Вы сами можете поизучать все это дело. Вот, значит, конечно же, банки Евы 40PL, я считаю, намного круче этих банок. Но эти баночки собраны тоже по технологии Tabless. Вот, тоже сопротивление их по даташиту менее либо равно 3,5 миллиома. Что не может не радовать. Но у них просто немножко меньше номинальный ток. То есть он составляет, судя опять же по этому даташиту, 45 ампер. Вот. А, по-моему, 90 ампер уже идет при температуре 70 градусов. Что-то такое. То есть нагрев идет хороший, сильный. Я думаю, для любого инструмента этого аккумулятора будет выше крыши, как говорится. То есть, если он даже 45 ампер на элемент, то получается у нас на параллель уже 90 ампер при нормальной такой работе. Ни в одном инструменте я столько много, как говорится, ампер этих и не видел. Так, сейчас мы что с вами сделаем? Конечно же, измерим параллели. И одновременно будем с вами обращать внимание на сопротивление параллели. И одновременно будем обращать внимание мы с вами на что? На напряжение. Посмотрим, как отбалансированы данные элементы. Включаем прибор. Так, многим интересен, конечно же, интересно сопротивление общее на выходных контактах. Смотрим восьмерочку. 9,63 миллиома. Общее сопротивление. Напоминаю, здесь сборка в 2 ряда. Так, и измеряем прямо на пайке. А тут на пайке, видите, 8,3. Почти 1 миллиом у нас теряется вот на проводах. Вернее, берется с проводов 1 миллион сопротивления. Ну что ж, и погнали мерить параллели. Так, итого, первая параллель у нас 1,55 миллиома, что составляет 3,1 миллиома на один элемент. Просто супер. Значит, напряжение 3,58. Далее, вторая параллель. Тут уже у нас возможно попадание клея, друзья, поэтому уже буду говорить, что буду говорить. Видите, 1,73, то есть это 3,4 миллиома на баночку. То есть все это вписывается в даташит. В даташите, опять же напоминаю, менее либо равно 3,5 миллиомам. 3,58 напряжения. Тут сколько? Тоже 3,58. Третья параллель. У нас идет 1,6. Ну, то же самое. 3,58 напряжение.
4-я параллель. Все то же самое, напряжение 3,58. То есть отбалансированы просто, видите, напряжение 3,58. Ну и тут где-то я опять же промазал, друзья, поэтому такое высокое, наверное, сопротивление. Опять же клей, очень много остается клея от этих вот всех вещей, вот этого скотча. Поэтому батарейка, считаю, просто классная и отличная. Давайте еще промеряем сопротивление баночек вот на этом аккумуляторе. А то я когда под обзором 4 ампера для Makita на EVPL, на EVO40PL, я сказал в видео, что уже тестировать не буду на емкость, но люди начали писать, надо было протестировать. Ну, друзья, банки, элементы одинаковые. Как, блин, видите, как все это дело рвется и очень крепко приклеенное. Какой смысл, допустим, делать два измерения одной и той же баночки? Короче, расклеивается просто, друзья, ужасно. Все рвется, все тянется. Ну, что не сделаешь. Ради вас, так сказать, и особенно нас, любопытных. Во, вскрыл. И давайте промеряем еще и эту баночку. Вернее, не баночку, а сборочку. Так, на контактах силовых. Так, что ж ты промазал опять. Видите, какие-то неустойчивые показания. Не то флюс, не то там что, не знаю. Ну, 20,3 миллиома. Вся сборка. 19,5 вольт. Так. И погнали смотреть параллели. Значит, да что ж ты видишь, через клей не хочет он. Видите как? Во всем виноват клей. Вот, первая параллель, видите, 3 миллиома. 3,9 вольта. Так, давайте пытаться вторую параллель. 3 миллиома, 3,9 вольта. Итак, третья параллель. 3 миллиома, 3,1, 3,9 вольт. Четвертая параллель. Ну, будем считать 3,2 миллиома, 3,9 вольт. Опять же, друзья, эти все миллиомы, немножко подвышенные, это у нас идет клей, скорее всего. Извиняюсь, задел камеру. Опять 3 миллиома, 3,9 вольт. То есть, опять же, по второму аккумулятору мы видим, что балансировка здесь просто обалденная. Хотя ее как бы вроде бы и нет в плате. Но, судя по схеме, тут есть контакты C1, C4, они как бы включены так, что они контролируют заряд каждого элемента. Кто больше знает и больше разбирался с аккумуляторами DeWalt, вот, пожалуйста, отпишитесь, что вы думаете по поводу балансировки в спулке аккумулятор-зарядка. Так, теперь все. Дозаряжаю аккумулятор до полного. И будем тестировать с вами его на емкость. Так, ну что ж, будем делать тест емкости. А перед этим я совершенно, друзья, забыл сделать взвешивание. Поэтому сейчас взвесим аккумуляторы. И дальше приступим к тесту на емкость. Итак, восьмерка ставим сюда. Нет, давайте корпус пустой, а на корпус аккумулятор. 930 грамм. Есть такое дело. И вот я зарядил четверочку до конца. Значит, мигающий светодиод обозначает заряд. Горящий, как в данном случае, заряд окончен. Ну и мигающий с желтой лампочкой, какая-то проблема по температуре. Итак, отключаем. Взвешиваем. 515 грамм. И приступаем к тесту емкости. Подключаем наш тестер. Для этого нужно взять вот этот вот конец. Многие спросят, а как же он будет это делать? А вы и способ знаете? Да какой тут способ?
Дело не хитрое. А все, друзья, просто. Есть вот такой переходник с D-Volt на Makito. Подключаем. Вид, конечно, не ахти, но все это дело работает. Подключаем наш переходничок. Ну и погнали. Минус. Плюс. Включаем в сеть тестер. Все у нас загорелось, все зашумело. Итак, показатели сброшены. Даем мы ему дадим 5 ампер. Опять же, 10 ампер я не могу ему собачить. Вот, поэтому пятерочку мы ему набросаем. И будем смотреть. Кому интересно, почему 10 ампер я не могу дать, потому что у нас, друзья, наш тестер заявлен на 180 ватт. Если мы умножим 21 вольт, грубо говоря, вот видите, 28 вольт на, соответственно, 10 ампер, мы получим 208 ватт, ну, грубо 200 ватт. А это намного превышает возможности моего тестера. Все установили, значит 28 часов ни о чем, и разряжаем до 12,5 вольт, что равно 2,5 вольта на банку. Значит, при разряде током 5 ампер, судя по вот даташиту, который я вам показывал, мы должны слить отсюда, по-моему, 90, там я не помню сколько, 5%, то есть 3900, вроде бы 20 миллиампер часов. Погнали! Процесс пошел, ну а мы с вами вернемся. Наверное, меньше, чем через час, так как 4 ампера здесь, 5 ампер разряжаем, то есть получится менее часа. Ждем. Ну и что, народ, мы с вами видим? А мы видим просто чудесную информацию, которая полностью соответствует даташиту. То есть в даташите у нас написано 3920, и мы получаем 3920. Ну, в нашем случае 3924. Разряд длился 47 минут. И слито еще, значит, 70,4 ватт-часа. То есть все, считай, строго по даташиту. Это замечательно, клянусь Богом. Ну а теперь я отключу аккумулятор. Опять же его полностью дозаряжу. Ну и мы с вами опять же на нашей воздуходувочке прогоним ее минутку и понаблюдаем за показателями. Подзарядил аккумулятор опять до предела. И давайте будем посмотреть, как говорится. Так, таймер надо включить. И давайте все это дело подсоединять. Переходничок, кстати, зачетный. Покупал я его. Где его покупал? На Валберес покупал. О. Но он не дешевый. Что-то в районе 10 долларов. 32 рубля, наверное, белорусских. Так, подключаем все это дело к аккумулятору. Подключаем нашу дуйку. Дуть буду, опять же, друзья, за себя. Опять же, мне не сдуть этот софтбокс свой. Так, немножко я сделаю увеличение. Да, друзья, просматривал видео свое, которое я записывал обзор по измерению. Ну вот, померили мы восьмерку, и когда я начал мерять сопротивление элементов четверки, я не заметил, что тестера показаний просто не видно. Вы уж извиняйте, но там я голосом все это дело как бы проговаривал. Так, таймер нам нужен, чтобы минутку посмотреть времени и посмотреть на падение напряжения. Так, таймер вот я включил. К сожалению, может быть, вам и не будет видно. Еще в кадр-то не хочет лезть. Так, ну вот, надеюсь, так что-то будет видно. И как мне все это одновременно опять запустить,
Ну давайте, будем здесь держать минуту 5 секунд. За этих 5 секунд я уже включу дуйку. Поехали. Вот, друзья, такие у нас показания. Значит, 18, сколько там, и 0,5 вольта вроде было, или 6. Уж не помню. Пиковый ток 41 у нас ампер. И постоянно воздуходувка работала, видите, 40-38 ампер. Думаю, замечательный просто результат. Если не сказать, шикарный. 600 с копейками миллиампер часов слилось, 13 ватт час слилось. Вот. Ну и аккумулятор опять же сразу восстановился до 20,2 вольт. Давайте еще раз запустим и посмотрим мгновенный провал напряжения. Поехали. Ну вот 18,8, 18,9 вольта. На этом, друзья, все. Будем с вами прощаться. Надеюсь, что-то показал, что-то рассказал. Кому-то что-то, может быть, стало ясно. Ну, аккумуляторы вот такие вот я очень даже рекомендую. Значит, скоро выйдет обзор аккумулятора. Вот он ко мне уже приехал. На точно, друзья, таких баночках, значит, 40XG, но уже под площадку Makita. Тоже от ТПЦ. Вы видите, Pro версия, 4 ампера, тоже на 21700. Ну и посмотрим на вот такой вот аккумуляторчик, что он покажет. На сегодня всем пока. Желаю, чтобы все.